Приветик, ребят, я Штукенция. В своем телеграм-канале я написала, наверное, самый главный пост в своей жизни. Хочу сделать небольшой follow-up, в общем, как бы немножко порассуждать на тему, что я поняла за почти 40 лет своей жизни. Надо мной очень много иронизировали люди, потому что я себя искала примерно с 25 лет, примерно до 40 лет. 15 лет, получается, я занималась поиском себя. У меня всегда была самая основная проблема, что я реально не понимала, что я хочу делать, кем я хочу быть. Я проходила 1000 профориентационных тестов, знаете, где вам там говорят, вы человек-человек или человек-компьютер, или вот это все, или животные. И у меня всегда, меня просто вводило в ступор результаты всех этих профориентационных исследований, потому что у меня все было вот так вот, ровненько. То есть, типа, вы как бы не туда и не сюда, но, в принципе, можете выбрать что угодно. В общем, короче, я начала искать себя, бросила все эти свои прошлые работы в надежде, что я что-то такое быстренько найду. И вот если бы в 25 лет я знала, что я найду к 40 только это, я бы, наверное, офигела. Я поняла, что поиск своего призвания — это, наверное, самое главное дело, которым я занималась в жизни. Я рада, что в 25 лет мне хватило мозгов начать искать себя. Если бы я вернулась 15 лет назад, встретила бы саму себя и сказала бы самой себе ответ. Проблема в том, что я 25-летняя, мне этот ответ бы ничего не дал, потому что тогда есть какой-то другой человек, который мыслит как-то по-другому. Вывод заключается в том, что у меня абсолютно выровнялось, то есть у меня появился какой-то душевный покой, хочется сказать, как в морге, душевный покой и равновесие. Вроде это не такая ценная вещь, так если подумать. Ну, типа, ты думаешь, наверное, я буду просто очень счастливой, и у меня будет такая супер счастье. Нет, ничего подобного. Что я приобрела? Я просто приобрела вот такой ровный, душевный покой, и меня из него практически ничего не выбивает. Вот это все поиск счастья какого-то вечного, поиск какого-то вечного, не знаю, чего вот люди ищут часто. Мне кажется, это такая чушь, потому что, счастье, съел там какой-то кусочек вкусной еды, обрадовался. На солнышко вышел, вот тебе счастье, кусочек, не знаю, песенку приятную услышал, вот тебе еще 5 минут счастья. Счастье — это несложно. Счастье — это просто есть какие-то вещи в мире, которые приносят счастье. Вот я встретила медвежонка, когда его долго не видела, обрадовалась. Вот, там, на море вышла, обрадовалась. Вот тебе счастье. Счастье получить очень легко, но оно недолговечное, потому что это счастье, это тебе гормоны выбросились, ты обрадовался, их все, через 5 минут счастье кончилось. Счастье — это на 5 минут. Самое, мне кажется, ужасное в жизни людей — это вот эти вот несчастье, это грусть, это вот это все, которое тебя захватывает, какая-то тревожность и что-то такое, когда у тебя стабильно есть проблема, которую ты никак не можешь решить, и ты знаешь об этой проблеме, и она тебя просто, раздражает своим существованием, но ты никак не можешь ее устранить. То сейчас у меня почему-то и в деятельности перестало меня что-то напрягать, расстраивать. Меня вообще перестали расстраивать любые комментарии, что тоже очень странно, хотя я человек достаточно чувствительный, и я даже спустя 10-12 лет блогинга реагировала на комментарии очень, не прямо, конечно, очень, первое время очень остро, как и все люди, это сложно, такой психологический момент. Конечно, там за 10-12 лет ты как-то привыкаешь и уже меньше на все это реагируешь, все равно бывало, то есть иногда бывали какие-то такие моментики, что что-то заденет. Удивительная вещь. Только я смогла найти вот это свое призвание, чем-то таким заняться, у меня вообще пропало ощущение, что бывают негативные комментарии, что очень странно. То есть, я вижу разные комментарии, и они, бывают, пишут какую-то там чушь, про меня или что-то там типа обидное и так далее. И я вижу, что это должно быть обидно. Я это читаю, понимаю, что это должно быть обидно, но при этом чувствую, что мне не обидно. И в целом меня это тоже на самом деле удивляет, потому что это тоже такой принцип, как мне кажется, он не от того, что у меня какая-то броня появилась, ничего нового у меня не выросло. То есть у меня уже сколько могло там нарасти каких-то психологических моментов за десятилетия блогинга, я думаю, это все уже наросло. То есть это не какая-то новая защита, это не какой-то новый барьер. Я как будто, вы знаете, наоборот, стала даже более открыто все воспринимать. То есть более какой-то я стала прозрачной, что ли, за счет того, что вот то, чем я занимаюсь, оно требует максимальной искренности, максимальной какой-то открытости. Это как, не знаю, стендап. Если ты хочешь делать стендап
хороший, ты должен себя изнутри вывернуть и сделать это честно, и тогда это смешно становится. Вот, но если ты там что-то, короче, стесняешься или что-то, ты пытаешься как-то шутить на этот счет, ну, чушь выходит. То есть я просто обожаю стендапы, я смотрю, когда стендаперы шутят именно на какие-то такие трэшовые вещи, но ты понимаешь, что вот это прямо вот трушно. И в этом плане то, чем я занимаюсь, очень похоже. То есть ты должен как бы вывернуть наизнанку ситуацию, ты прям должен как-то вывернуть все это. И тогда получается, что как только ты становишься таким прозрачным, как только ты выворачиваешь что-то такое из своей души, вдруг получается, что у тебя нет ни одного, не то что ни одного скелетика, но даже нет ни одной косточки, ну, не знаю, у тебя нет какой-то такой штучки, которая доставляет тебя вот изнутри, что-то тебя тыкает. Потому что вот тоже вот этот негатив, тебе кто-то что-то сказал, оно почему нас тыкает сильно? Потому что у нас что-то внутри есть такое, что нас тоже тыкает, и это еще как-то, и вот оно как-то все вместе тыкается. А когда ты сам себя ни во что не тыкаешь, ни за что, и как ты сам себя принимаешь таким, какой ты есть, и как ты к себе относишься ровно, вот именно не то, что прямо хорошо или плохо, а вот ровно к себе относишься. В этом плане это похоже, знаете, на избавление от своего эго, наверное. Я тут прочитала такую теорию, что если ты растворяешь свое эго, тебе становится легче жить. И для этого люди используют всякие медитации, там что только не используют, короче, всякие подходы. Но мне кажется, это близкая история, когда ты себя выворачиваешь из какое-то творчество, то есть ты не скрываешь что-то, а наоборот разворачиваешь, ну, в каких-то творческих целях, ну, или других, то для тебя вот эти внешние события ты как-то по-другому начинаешь рассматривать, и людей по-другому рассматривать, и то, что они говорят, и меньше вообще берешь это даже на себя. Я даже заметила, что я стала совсем по-другому воспринимать в целом то, что мне говорят люди на улице, ну вот здесь мы общаемся там с кем-то, пересекаемся, или в интернете кто-то что-то пишет. Я вообще, у меня как будто, знаете, как фокус сменился. Вот ровно после того, как я начала заниматься своим делом, у меня как будто бы фокус сместился основной на мое дело, потому что мне это как бы интересно, ценно, важно. Я сфокусировалась вот на чем-то своем. В итоге все остальное, оно как-то стало не таким, что ли, важным, как это можно объяснить. То есть, если раньше ты там что-нибудь кто-нибудь скажет, и тебе прям это важно, ты такой, божечки, они там что-то про меня думают, сказали, или подумали, или... Сейчас у меня это все немножко в тумане, знаете, я такая, что-то кто-то там про меня что-то сказал, ну, молодец. Ты нафокусирован на своем деле так, что как бы все остальное, оно так проплывает мимо тебя, и оно не особо ранит, оно не особо... Оно даже скорее тебе показывает больше мир, как то, чем ты можешь вдохновиться, как то, что ты можешь в своем деле использовать, все эти фразочки, все эти ситуации, конфликты и так далее. Я уже, знаете, дошла до того, я же такой человек очень неконфликтный, ну, то есть супер неконфликтный, я всегда такой была, очень боялась конфликтов, боялась каких-то криков, боялась... что-то сказать боялась. Ну, то есть я такой, знаете, немножко забитый была, всегда такой тихоней, стеснительной такой девушкой, была скромной. И хотя внутри у меня всегда была какая-то, знаете, такая сила внутренняя, поэтому на самом деле, мне кажется, меня практически никогда никто не обижал. То есть я вроде была такой тихой и неконфликтной, но именно так вот напрямую со мной никто не конфликтовал, не обижал меня. Пару раз такое было, только на работе. Вот. Ну, тоже там было, так, знаете, скорее пассивная агрессия, не какой-то такой прямой конфликт, потому что в прямой конфликт люди со мной не припомню, чтобы входили вообще в жизни. В основном это как-то через пассивную агрессию идет. Я думаю, это связано вот во многом, что, ну, во-первых, у меня круг общения достаточно приличный, то есть там люди не очень агрессивные. Ну и просто... Ну, не знаю, короче, это отдельная тема, наверное, об этом думать. Но смысл вот в чем, что когда ты фокусируешься на своем деле, ты нашел его, ты понял, что это твое призвание, оно тебя умиротворяет в каком-то смысле, тебе не так страшно, не так страшны вообще события в жизни, потому что они становятся источником
для твоего дела. Вот у меня, например, так это тоже произошло, потому что я конфликты стала рассматривать как материал для своего творчества. Вот если раньше я бы видела где-то какой-то конфликт, я бы старалась побыстрее из него уйти, подальше быть и так далее. Ну, я сейчас не скажу, что я прям лезу в какие-то конфликты, нет, не лезу. Но я все-таки эти конфликты как будто начала любить. Потому что конфликт — это суть того, чем я занимаюсь. Конфликт — это как бы первопричина, ну, по сути, любой истории. И они везде, конечно же, они у меня и внутри миллион конфликтов, и снаружи, и на бытовом уровне, и у нас с медведем, ну, все время какие-то бывают конфликты. Конфликт — это такая жизненная норма, она есть всегда и везде. О, как раз медведь пришел. Вывод первый. Если вы во что-нибудь верите, допустим, вот у вас есть какая-то идея фикс, не знаю, или... Вот, короче, вот внутреннее ощущение, что это правильно. И даже если в мире все как будто бы против этого, и у вас не получается долго, вот 15 даже если лет не выходит, даже если, может быть, и дольше. Короче, если даже очень-очень долго что-то не получается, но вы все равно верите в то, что так правильно и так должно быть, что вот какое-то у вас должно быть, не знаю, предназначение, или в какую-то другую идею, допустим, верите, то, в общем, не расстраивайтесь, что у вас долго не получается. Вот эти все, знаете, истории красивые, которые часто люди постят в интернете, типа: ой, я захотела что-нибудь такое сделать, и вот я начала делать, и вот у меня все получилось, там, типа, быстро. Обычно это там все, знаете, там, получается у людей за месяцы какие-то, за год-два, ну вот так, как-то все очень быстро у всех получается, и смотришь и думаешь, ну как они так все быстро делают? Что это, я такой слоупок, что ли? Годами что-то пытаюсь, и так медленно все выходит. А потом, знаете, я посмотрела какое-то интервью недавно, там такие старички, короче, делятся своим жизненным опытом, им там 80-90 лет, ну, в таком духе, короче, всякие, рассказывают свои мудрости жизненные. И они в основном всякие там богатые миллионеры, короче, такие старенькие миллионеры делятся лайфхаками. И, в общем, чаще всего повторяется один и тот же лайфхак, знаете, который, ну так вот, среди всех этих видео мне как-то больше всего запомнился, о том, что ничего не бывает быстро. Когда ты ждешь чего-то быстрого, типа вот я типа начал, и все, и у меня как-то все вышло, и получилось, это чушь какая-то. В общем, серьезные какие-то дела у людей, построение своих дел, построение вообще чего-нибудь, хоть немножко большого, хоть немножко сложного, хоть немножко прибыльного, хоть немножко, не знаю, какого-то такого, как тебе нравится, оно у всех этих людей занимало десятилетия. То есть даже не одно десятилетие, а несколько десятилетий. И это как бы обычная такая история. Почему-то у нас в культуре не принято вот такие долгие проекты считать нормальными проектами, да. Допустим, когда я работала в маркетинге, у нас планирование было на 5 лет. И это считалось типа слишком и так долго. Ну куда там на 5 лет? Что там напланируешь? А чтобы планировать на 10, на 15, на 50, это вообще такая, знаете, ну не очень популярная у нас в культуре история. А на самом деле это нормально, когда ты понимаешь, что ты начал что-то делать, и может быть результат, которого ты ждешь, ты получишь реально там через 10 или через 20 лет. И ждать этого результата сегодня, или через год, или через 2 года, это просто наивно, глупо и даже вредно, потому что ты ждешь, оно ничего не происходит. А на самом деле тебе не надо ждать, тебе надо просто продолжать, ну, если ты чем-то занят, вот сиди и занимайся, и не жди, что оно завтра обязательно получится. Это надолго, ты чем-то просто долго занимаешься, и главное, чтобы тебя не тошнило от этого, чтобы тебе нравилось это дело, хотя бы, чтобы это дело было отражением каких-то твоих внутренних принципов, соответствовало твоему внутреннему миру, короче, вот так вот. Вот это то, что я поняла в этом году, и я поняла, что я не какой-то, знаете, сумасшедший псих, который выдумал какую-то чушь нереалистичную. Нет, я абсолютно, оказывается, нормальный человек, который просто очень упорный и в целом, ну, короче, ты можешь дойти куда угодно, если ты просто не перестаешь
и верить в себя. Вот, так что верьте в себя, у вас обязательно все получится раньше или позже. Вот скорее позже, чем раньше, ну, ничего страшного. В любое время, мне кажется, это все вовремя. И все эти, знаете, идеи про то, что поздно, уже мне много лет и так далее, и вообще поиск себя — это чушь какая-то. Есть какая-то такая вот идея, что если ты там в 20 лет себя не нашел, то уже и нечего заморачиваться, уже типа эту жизнь пройдет, и все равно ты потратишь ее на какую-то чушь, если будешь этим только сидеть и заниматься. А на самом деле, мне кажется, если ты как раз-таки не ищешь себя и не пытаешься заниматься чем-то, что является твоим по-настоящему призванием, то ты как раз-таки и тратишь жизнь впустую, потому что ты мог бы заниматься чем-то, что делает твою самореализацию какой-то осмысленной, а ты в это время тратишь жизнь, ну, вообще не знаю на что даже, непонятно зачем. Но у всех тоже нужно понимать, что это разные смыслы. Может быть, у кого-то вообще деятельность не является смыслообразующим элементом, и им вообще все равно чем заниматься, они, может быть, для них самореализация вообще в чем-то другом заключается. Вот, напишите в комментариях, что вы думаете, жду ваши истории, может быть, какие-то удачи, неудачи, что вы поняли в этом году. Очень интересно. Всем пока!